Всем привет! У нас подходит к концу последняя, третья неделя континентальных испытаний. В данном ролике рассмотрим итоговые уже команды, которые можно будет использовать для именно третьей недели на боссе Ладелия. Также разных саппортов разберем и возможные замены по героям. Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин, в ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. Первый вариант команды у нас будет через Огока, так как нужно будет освободить саппортов, таких как Рейта, например, другие команды. Так что придется немножко попотеть, так как с выживаемостью здесь тяжеловато, но живут до конца и урон в принципе наносят тоже неплохой. Также сразу по заменам, если вдруг вы не будете бить разъеданием и у вас будет свободно Сакридея, то в принципе ставим ее на место Твича. Абсолютно то же самое снаряжение, которое у меня здесь будет. То есть суть в чем, она также будет раздавать атаку и бафать урон вокруг себя. Также, соответственно, если Сакридея свободна, но нет ловкача, то ставим Сакридею на место ловкача. Следующий момент, если вообще ни в какую не будут жить, то есть вот эта парочка будет у нас умирать, то придется Твича поменять местами ловкачом и также снаряжение полностью перекинуть ловкача на Твича и с Твича соответственно на ловкача. Почему так? Потому что, скорее всего, по пробуждениям Твич будет поплотнее и, соответственно, ему будет как попроще стоять здесь. Плюс характеристики у него повыше, и он сможет Агоку той же защиты тоже больше раздать. Но это уже как крайняя мера такая. В идеале, конечно, все-таки, чтобы Твич стоял здесь, у него очень большая базовая атака и, соответственно, очень много атаки он раздает. У меня получается 9200 почти. Я с него выжил и, соответственно, от этого значения я уже раздаю. Если посмотреть базовую атаку других персонажей, допустим, вот Твич базовая 1700, то у ловкача чуть-чуть поменьше. Если сравнить с Акридеей, то тут вообще 1500. Но так как ловкач, допустим, у меня вообще без пробуждений, соответственно, таких именно огромных характеристик на нем сделать не получится. Соответственно, он будет чуть меньше раздавать. Вот, поэтому у меня как-то так. Но на заметочку берем. Также по саппортам можете, конечно, поставить Рейту вместо Агока. Если у вас, к примеру, есть там и Маштур, и Биби, и в принципе вы проблем с саппортами не испытываете, то, конечно, да. Можно поставить Рейту и вообще не заморачиваться, спокойно себе отбить. Они с Рейтой замечательно вообще стоят. Также, если используем Бибипа, суть в принципе будет такая же. Допустим, Агока мы вообще как собираем? Обязательно сопротивление 300+. Без него будет очень тяжело. Я пробовал без сопротивления, просто не живем. Вот поэтому, если ставим Бибипа, тоже делаем ему кучу защиты, минимальное здоровье, но будет, соответственно, плюшки остальные принимать уже на себя ловкач. Такова его судьба. Если, допустим, Агока сюда поставить, то он будет и навыки ловить, и монстры будут тоже бить его. То есть это очень больно для него, и он будет просто умирать. Поэтому вот эта парочка должна распределять урон между собой. С Рейтой все намного проще. Она и боссов замедляет, и штрафы всякие кидает. Поэтому с выживаемостью там особо проблем нет. Также у кого нету, допустим, Латера, нам придется использовать Дуранго. Замена есть, и, соответственно, берем ему вот эти таланты. Получается, мы лишимся второго дэмэдж дилера, но получим персонажа, который будет накладывать яды и резать защиту. Это что касается замен. Давайте приступим уже к обзору самой пачки, и далее еще будут варианты также с Рейтой и с Бибипом. По снаряжению Твича я уже показал, получается. Тут все в атаку, и такого количества точности мне в принципе хватает. Соответственно, урон вокруг себя и раздача атаки. Таланты обязательно вот эти и ракушка. Серпентемис у меня где-то вот как-то так. Соответственно, просвещенность, атака и 146 точности, в принципе, здесь мне хватает. Таланты берем вот эти. Латер, в принципе, то же самое. Единственное, что приходится шмотку на пробив ставить, потому что вот этот топор, на него поставить не получится. Он будет давать нам защиту вместо атаки, так как он милишник. Далее, ловкач. Тут вообще все интересно. Я его в итоге собрал вообще полностью в защиту. Раздача также защиты. Шмотка на бессмертие на всякий случай. И раздача точности. Точности не так уж много получилось, но хоть что-то. То есть немножко он все равно раздает. Если сможете сделать больше, чтобы при этом у вас команда жила, будет вообще замечательно. Огок. Таланты берем вот эти. Именно с этими талантами у меня получается доживать до конца. Посох тоже обязательно.
защита, ускорение, 120 в принципе хватает. Сопротивление тоже очень важно. Ну и на остаток там просвещенности тоже кучу защиты. Никакого хп в допах вообще стараемся не брать, чтобы у него было минимальное количество здоровья, чтобы навыки применялись именно на него. Тайминги я здесь использую вот такие. В случае с рейта я там делал себе цикл на 17,7, но здесь почему-то они начинают умирать при таком цикле. И в принципе, если даже Лотера чуть-чуть двигаю куда-то, или любого другого персонажа, все, они начинают умирать, короче. Потому что что-то тут идет не так, и все, и команда дохнет. То есть даже какие-нибудь полсекунды на Лотере каким-то образом влияют на выживаемость. Поэтому вот именно вот так вот делаем, и в принципе начинают они нормально стоять. На Огаке 15 секунд ставим ограничитель, и в принципе на этом все. Также видел варианты команд, там где у нас Лотера одевают минимальное количество хп, он сюда бежит, короче, чуть-чуть двигает Ладелию, но тогда вообще меняется суть, типа, а зачем тогда тут Лотер, если он не дамажит? Поэтому, в принципе, я видел там с тестового сервера тоже цифры такие более-менее неплохие, но там очень высокие пробуждения, поэтому, соответственно, там такие огромные цифры. Если пробуждение сделать меньше, то команда либо вообще не живет, либо урон будет не такой, как хотелось бы на самом деле. Поэтому, если мы хотим зачем-то делать из Лотера принимателя урона, то проще тогда уже поставить реального Дуранга, сделать ему раздачу атаки, сместить сюда Серпентемис и все. То есть Лотера он либо дамажит, либо он тогда вообще не нужен. Вот такая вот суть. Следующий вариант у нас будет через рейту. Тут в принципе ничего не менялось абсолютно, все тоже снаряжение. Единственный момент, я поставил везде рунку, чтобы было ну хотя бы 13 ускорения, чтобы цикл был 19,7. Соответственно, в таймингах я ставлю уже 17,7 по итогу. Вот это в принципе все, что изменилось. Также вот Серпентемис, я так понял, даже 11 хватает, да, 11 ускорения в принципе достаточно. Все, ну и так на всех персонажах в принципе. И вместо Огака теперь у нас стоит рейта. Рейта у нас с ракушкой, ускорение тоже не забываем делать, чтобы ну 42 хотя бы было, чтобы она нормально ракушку активировала. И вот эта шмотка у нас теперь в этой команде появляется. В прошлой команде у нас ее не было. Единственный, кто мог ее взять, это Лавкач, но он у нас раздавал. И в принципе здесь тоже раздает, только уже атаку. Вместо защиты тут у нас уже он и такой хиленький, так и команда лучше живет, поэтому тут уже не защита, а в принципе точность идет в нормальном количестве. Теперь он чуть больше раздает. Тут тоже взял вот так. Вот поэтому Лавкач поменялся в плане именно упор на точность пошел, и раздача уже больше именно атаки. Ну и рейта, соответственно, точность, ускорение. Тут у меня все на атаку вообще. И прокачанная шмотка. Да и пусть так и будет. Так, короче, вот так вот. Ну и соответственно тайминги теперь у меня вот такие. Лотеру 15,5 это для того, чтобы я вот считал, короче, и бой смотрел, он успевает прям в самом конце сделать последний свой удар, и бой заканчивается. Поэтому на 15,5 он успевает делать дополнительный цикл. Можно поставить 16, тогда он не успеет. Можно поставить чуть раньше, но возможно и будет меньше ядов. Поэтому 15,5 при 17,7 самый оптимальный вариант. Все, тут в принципе больше отличий никаких нету. Ну и собственно вариант с бибипом, у меня его нету, поэтому будем рассматривать код, который мне предоставили. Команда живет в принципе до конца, проблемы, я так понял, тут тоже нету. Остановку вы видите на экране. Также обратите внимание, у кого тут минимальное количество здоровья. Тут у него, я так понял, Лавкач 50 тысяч хп, в принципе вот так вот он одет. Раздачу точности он не делает. У Серпентемис 52 получается. Ну по шмоткам в принципе стандартный шмот, атака, просвет, все что там у вас получается собрать, делаем. Да, у Лавкача запоминаем, чуть меньше полтинника, хпшечка. Также Лотер, артефактом, тоже вот такие вот шмотки, все, атака, просвет. ХП тоже больше, чем у Лавкача, в принципе. Твич тоже хп больше, чем у Лавкача, соответственно, все-таки Лавкач здесь у него танчит. Ну и Твич, соответственно, в сете кукольника и вот эта шмотка на доп урон. И вот такой вот у нас бип-бип. Тут, я так понял, больше акцент на защита и здоровье, немножко просвещенности. Вот даже руну не стал на просвещенность ставить. Все у него здесь на защиту. Просвещенность он, в принципе, настакает уже со своей ульты под ультой Серпентемис. Поэтому вот как-то вот так вот он их нарядил. Команда живет, все нормально, урон тоже хороший. Тайминги здесь он использует вот такие. Получается биби прям перед Лотером ультует, даже перед Лавкачом, да. Получается бибип, потом Лавкач и потом уже Лотер. Серпентемис само собой первая, следом идет разлом от Твича, ну можно сказать одновременно. Я бы чуть-чуть поставил здесь, наверное, бы все-таки 10,2 хотя бы, чтобы уже 100% именно под облаком ее бить. Вот, короче, как-то так. Вот такой вот вариантик у нас с бибипом. На этом
этом, в принципе, все. Такие вот у нас команды для последней недели. Если испытываете проблемы с саппортами, ну, в принципе, как я, у меня BB по нету, я раскидал того же там Маштура, Рейту, другие команды. Соответственно, мне приходится бить через Агока. И если у вас такая же проблема, то, в принципе, используйте первый вариант. Урон неплохой. На этом, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, кто не подписан. Вступаем в телеграм-канал. Все ссылки в описании. До скорых встреч. Всем пока.